Дорогие друзья, приглашаю вас присоединиться, связать вот такой узор. Моя авторская разработочка для вас. Очень интересный, в то же время простой. Раппорт в ширину 5 петель, раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Вот такие интересные у нас обвития с вами будут. Я покажу, как их сделать. Давайте я переверну. Узор интереснейшим образом смотрится, как перевернутый. Видите, да, вот так вот. Очень красиво. Очень красиво смотрится как из тонкой, так и толстой пряжи. Присоединяйтесь. Это изнаночная сторона, это лицевая. Присоединяйтесь. Не забывайте писать, где вы использовали этот узор и что у вас получилось. Для работы я использую крючок 1,4, хлопок мерсеризированный, стопроцентный, 169 метров в 50 граммах. Вы можете использовать буквально любую пряжу. И этот узор будет очень интересно и красиво смотреться буквально из любой пряжи. Только вам останется подобрать крючок. Мы с вами набираем цепочку из 32 воздушных петелечек. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину у нас 5 петель, раппорт в высоту у нас 2 ряда. Я буду выполнять 6 раппортов. 6 умножить на 5 это 30. И добавляю 2 петли по одной петли с одной и другой стороны для симметрии, для создания полотна. И еще раз 32 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее вы продолжите выполнять цепочку самостоятельно, пока у вас не будет 32 воздушные петли. Я выполнила цепочку из 32 воздушных петель и теперь приступаю к выполнению ряда полустолбиков. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, накид на крючок и очень внимательно ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю от крючка. Выполняю полустолбик. Далее в каждую воздушную петлю я выполняю по одному полустолбику. Расслоилась немножко ниточка, давайте повторим. Накид и вводим крючок, полустолбик, накид. Следующую петелечку вводим крючок, полустолбик. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. В каждую петлю мы выполняем по одному полустолбику. Мы с вами выполнили ряд полустолбиков и можем приступить к выполнению нашего ряда, ну, такого интересного приема. Да? Начинаем выполнение нашего ряда с 4 воздушных петель подъема. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее работу разворачиваем. Выполняем 2 накида на крючок. Пропускаем первую вершинку. Смотрите, очень внимательно. И в следующую вершинку я ввожу крючок. И выполняю столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Далее я выполню еще 2 столбика с 2 накидами. 2 накида на крючок. Всего их должно получиться 3. Это у меня второй столбик с 2 накидами. И еще один, третий, в следующую вершинку. Вот таким образом. Выполнили 3 столбика с 2 накидами. Далее смотрите очень внимательно. Я разворачиваю работу и буду выполнять обвитие вокруг моих столбиков. Каким образом? Накид на крючок. Смотрите, я ввожу крючок сначала под первый столбик и выполняю 2 обвития. Первое, накид и опять вокруг столбика второе обвитие. Видите, да? Далее накид. Теперь я захватываю уже 2 столбика. Не затягиваем, а вытягиваем на мою высоту. Накид и точно такое же обвитие вокруг 2 столбиков.
И теперь накид и выполняем вокруг 3 столбиков, видите? Вот. И вытягиваем. Раз. И точно так же еще раз. Вот так выполнили. Видите, да? Все обвития у нас как бы с вами разной величины. И далее мы будем выполнять по принципу блок столбика. Только провязывание будем делать необычное. Смотрите, я ввожу крючок в следующую вершинку. Захватываю рабочую нить и вытаскиваю. И теперь буду провязывать. Смотрите, накид. И буду провязывать петлю. И те обвития, которые были вокруг всех 3 столбиков. То есть это получается 5 нитей на крючке. Вот это и еще 4. Хорошо видно, да? Я вот буду медленно-медленно делать. Вот таким образом. Видите? Далее точно такое же движение делаем. То есть 5 петелечек, 5 нитей. Но это получается нити, которые у нас с вами обвивали 2 столбика. Вот таким образом. И у нас остаются теперь нити, которые обвивали 1 столбик и нить на крючке рабочая. Мы все это провязываем вместе. Вот таким образом. Видите, да, какая красота у нас с вами получилась. Нам остается выполнить еще одну воздушную петлю и немножечко подтянуть. Обязательно поправляем и можем дальше продолжить работу. Далее мы выполняем с вами 2 накида на крючок, пропускаем одну вершинку обязательно, и в следующую вершинку я ввожу крючок и буду провязывать 3 столбика с 2 накидами. То есть повторяем то же самое. Первый столбик, далее 2 накида, второй и третий. И перед тем, как выполнять обвитие, я остановлюсь, и мы еще раз с вами посмотрим, что у нас получилось. Видите, да, вот такой красивый, интересный прием. И так он смотрится по изнаночке. И смотрите, я один прием выполнила самостоятельно. И еще раз повторю выполнение приема. Просто мне очень хотелось, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся. На одном не очень видно, а вот 2 уже хорошо видно. Видите, красота какая. И я очень медленно повторю еще выполнение этого приема. Далее вы до конца ряда уже будете выполнять самостоятельно. 3 столбика с 2 накидами. Помните, да, я одну вершинку пропускаю обязательно. Далее накид. Ввожу крючок вокруг первого столбика и вытягиваем. Накид. И вытягиваем. Накид вокруг 2 и вытягиваем. Накид вокруг 2 и вытягиваем. Накид и обвиваем все 3 и вытягиваем. 1 и 2. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Видите, да? Захватываю и вытягиваю. И теперь провязываю те нити, которые обвивали мой первый столбик и петля, да. Далее те нити, которые обвивали второй столбик. Видите хорошо. И теперь все петли на крючке. Далее воздушная. И смотрим. Я всегда вот немножечко еще, смотрите, вот так поправляю, потому что когда вяжешь, натяжение немножко меняется. И вот такая красота у нас с вами получилась. И изнаночку покажу. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершила выполнение нашего ряда, вот таких интересных и красивых блок-столбиков, назовем их так. И вместе с вами завершу выполнение ряда, именно самого ряда. Смотрите,
выполнила прием, далее выполняю 2 накида на крючок, у меня остается 1 петля полустолбика, я ее пропускаю и ввожу крючок, вот смотрите, воздушную петелечку подъема, видите, и выполняю столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Все, мой ряд завершенный. Вот такая красота у нас с вами должна получиться. Далее я продолжаю выполнять второй ряд. Второй ряд у нас будут полустолбики. И напоминаю, что раппорт высоту у нас с вами всего лишь 2 ряда. Это ряд вот такого красивого приема и ряд полустолбиков. Я покажу, как провязывать полустолбики в следующем ряду. В начале ряда я выполняю 2 воздушные петелечки подъема и работу разворачиваю. Далее накид и ввожу крючок под воздушную петлю. Вот таким образом. Выполняю первый полустолбик. Далее накид, ввожу крючок и захватываю. Это у меня вершинка самого блок-столбика. Второй полустолбик. Далее у меня вершинки моих столбиков с 2 накидами, 3 штучки. И я провязываю. Это у меня третий полустолбик, далее 4 и 5. Всего должно получиться у вас 5 полустолбиков над каждым вот таким приемом. Напоминаю, раппорт в ширину у нас с вами 5 петель. И продолжим. Опять накид. Я ввожу крючок под воздушную. Это первый полустолбик. Считайте, так будет удобнее. Далее вершинка моего блок-столбика и вершинки столбиков с 2 накидами. Это второй полустолбик. Далее третий, 4 и 5. И еще раз провяжу. Далее вы выполните ряд самостоятельно. Все очень просто. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 и 5. Так мы с вами вяжем наши полустолбики до конца нашего ряда. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда полустолбиков. И смотрите, последний полустолбик я выполняю обязательно воздушную петелечку подъема. Видите, вот в 4-ю 1, 2, 3. И вот моя 4-я петля, я выполняю полустолбик. Выполнили. Мой ряд готов. И теперь я могу приступить к выполнению опять же ряда моих блок-столбиков или вот интересного приема. То есть начинаю выполнение я с 4 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4 и работу разворачиваю. Моя лицевая сторона, видите, красивый такой прием. И я теперь буду выполнять опять же столбики с 2 накидами. 2 накида на крючок. Я пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами. Первый, далее второй, и третий. Столбик с 2 накидами. Выполнили. И теперь будем выполнять наши обвития. Я работу разворачиваю вот таким образом. И теперь что я делаю? Накид. Выполняю первое обвитие. Далее накид. Второе обвитие. Накид. Теперь вокруг 2 столбиков. Первое. Второе. Накид и обхватываем все 3. 1, 2,
Выполнили. Видите, да, наши обвития все готовы. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, захватываю нить и вытягиваю вот таким образом. И теперь буду провязывать. Провязывать сначала обвитие и мою петлю, которые у нас были вокруг всех 3 столбиков. Не спешите. Вот таким образом. Далее я провязываю вокруг 2 столбиков. И далее я завершаю. И воздушное подтягиваю. Все, наша красота готова. Напоминаю, раппорт высоту у нас 2 ряда, то есть вот такие приемы интересные и полустолбики. И так вы вяжете на необходимую вам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами выучили очень интересный новый прием, который я разработала для вас. Вот такая красота у нас с вами получилась. Напоминаю, мы выполнили узор раппорт ширину 5 петель, раппорт высоту всего лишь 2 ряда. И вот такая красота у нас с вами получается. Мне даже вот нравится расположение вот таким образом. Видите, да, перевернутые, такие как листики получаются с натяжечками. Очень красиво, интересно получается. Вяжите вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы используете такой узор. Его можно использовать буквально везде. От создания одежды до каких-то предметов декора. Можно использовать и создавать пледы, подушки, можно кардиганы. То есть все зависит от выбранной пряжи и вашей фантазии. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте писать в комментариях, ставить лайки. И до новых встреч!